Привет, меня зовут Валентин. Сейчас я возвращаюсь из путешествия на Байджайский хребет. Это горный хребет в Хабаровском крае, между рек Амур и Амгунь. Наши вещички. Целью нашего похода было восхождение на пик Боджала. Мы наконец-то прибыли к нашему месту старта. Итак, наш маршрут. Сначала идем по реке Боджал, затем уходим на ключ Тегликан и заходим на хребет, который выведет нас к пику Боджала с северной стороны. Это будет первое прохождение. После мы спускаемся по ключу Куркальту-Макит к реке Тариджак и идем на гору Королева. Перемахнув через нее, выходим к реке Гирби и спускаемся к ЖД-станции, откуда и поедем домой. Я не планировал монтировать фильм, и такая идея появилась уже только в конце похода. Поэтому почти вся съемка документальная, а все эмоции настоящие. Первый день нашего похода. Река Боджал, тропим. Периодически проваливаемся. Работаем джосами. Завтрак первого дня. Коля уже сушит штаны. Он Штаны, да. Нырнул уже выше колена, купался. уже искупался. Боджальский хребет! Река Боджал! Так вот надо ходить стройно. Так я дальше уезжаю. Никто не поверил Коле, который сказал, что взял с собой коньки. И, конечно, все были очень удивлены, когда он достал их из своего рюкзака. Здесь найдется. Не хочу идти дальше. Второй день похода. Мы решили погулять по лесу. Коля сказал, что по реке слишком легко. Увлекательное хождение по рекам. С реки мы свернули на ключ Тегликан, на котором было много бурелома и кустов. И вон туда вот нам еще идти. Для Сереги все происходящее было увлекательно. Увлекательная тропежка по ручью к Тегликан. Третий день похода. Набираем высоту. Там вот внизу ручей. Тегликан, по которому мы ловимся уже второй день сегодня. Где-то там у нас пик Боджал. Это вот у нас лагерь третьего дня. Булгур побулькивает. А нам завтра вон туда вот. Вот на вон тот склончик подниматься. Серег, ну что, нравится тебе? Да. Классно, да? Ну лучше, чем по завалам всяким ходить. Хоть виды есть. Домой не хочешь, Серег? Не, пока нет. Я жду очереди. Ага. Ночевка на хребте по пути на пик Боджал. Вон вдалеке укрепили палатку. Палатка мотыляет. Надеюсь, не вырвет. Утро пятого дня. Ветер сегодня стих. Мы пойдем вон туда. Пик Боджал. Мы хотели совершить восхождение на пик Боджала еще на третий день похода, но был уже пятый, а до пика еще предстоит пройти по скалистому хребту. Преодоление кустов. Ребята идут. В итоге к вечеру мы поняли, что не успеваем подняться на пик до темноты. Наш руководитель Коля принял решение спускаться вниз и искать место для ночевки. А это значит, что на пик Боджала мы уже не заходим. Я шел и даже через лыжные очки видел расстроенное лицо Ксюши. На спуске я увидел небольшой ровный пятачок, на котором можно поставить палатку, и у меня возникла идея заночевать на хребте. Печку будем топить сухим стланником, вырытым из-под снега, а кол сделаем из лыж.
Завтра на рассвете мы идем на пик Баджала. Я шел к этому всю жизнь! Вот они! Последние шаги! Я зарубаюсь! Иду! Баджал, прими меня! Баджал, я здесь! Ура! Поздравляю всех! Всё. Есть! Пик Баджал. Вот у нас табличка, приготовлена специально для нашего восхождения. Спустя день мы стояли на реке Тариджак. Мы понимали, что уже на несколько дней отстаем от графика. Поэтому решили изменить маршрут и сходить на Королеву радиальный выход. А после этого не спускаться в долину реки Герби, а вернуться на Тариджак и по нему уже выйти к нашей конечной точке. Это у нас что, колбаса? А это что? Конфеты. Коля, ты как старый дед, курс. Сиди там в уголочке на кухне, короче. С вами говорить. Кушает там тихонечко что-то. Весь в своих мыслях. Коленька, Объедает меня постоянно. Коль, каких набрал участников, таких и терпи. И преодолеть. Вот видишь, ключевое слово. И преодолеть. Но мне нравится и вот река. Я иду река, я как бы тоже наслаждаюсь рекой. Это красивая река. Понимаешь, ну, вот такая наша, вот, Тариджак наш. Вот, мне нравится. Я смотрел на Саню, думал, держится. Смотрю, вроде кашляет, вроде кашель не усиливается. Я ночью я дежурю и слушаю, только кашляет. Вот рассвет, температура. Я сегодня дежурный, готовлю завтрак для ребят. Все кушают в палатке, а я вот пришел за чаем. Мы к обеду уже на перевале. Ну, куда? По перевалу. Я просто и король, и короля тоже на картах у меня не названы. Значит, просто идем? Пойдем. Вон какой слайник. Надеюсь, не придется в него лезть. Few moments later. Ну все, ребят, подъем на Королеву для меня закончился. Оторвалось крепление на кошке. Я развернулся, пошел на подъем снова,
Думаю, догоню их. Помогу хотя бы им в зоне леса тропить. Даже походки у всех какие-то грустные. В этот раз мы не поднялись на Королеву, но зато решили, что это будет повод вернуться на Боджайский хребет вновь. Утро 9-го дня. Идем в сторону дома. Около 50 километров. Вниз по реке. Домой. Чего на свете лучше нету, чем бродить Ой, видишь? Вода. Речка скрывается на леде. Пока выключаю, надо смотреть. Тут ноги. О, Коля вот провалился. Я в книгоступах, поэтому думаю, не провалюсь. Но я провалился в первый день еще похода. Там мы по реке Боджал шли в сторону ручья Стеглика. И тоже я по колено в воду ушел. Там видел, что я. цветочная поляна, наши стены, сосны, великаны, наша крыша, небо голубое, наше счастье жить одной судьбою, наше счастье жить одной судьбою. Серега, боджайский волк, отдыхает на белых песках Боджала. Белый пляж. Да. Мы шли домой. Я смотрел на Ксюшу и думал, что нужно будет как-нибудь позвать ее на свидание. С тех пор мы с ней вместе, и впереди у нас еще много интересных походов. Так, идем. На берегу вот такого живописного места нашел зимовье. Из бруса сделано. Представляете, тут дневник. Сейчас я его полностью сфотографирую и потом мы будем его читать.